Добрый день, Александр. Спасибо, что вы согласились дать нам интервью, ответить на наши вопросы. Очень приятно с вами познакомиться. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своей работе в области соционики. Как вы начали свою работу с этой наукой? Каких успехов или открытий уже добились на данный момент? В настоящее время я директор Международного института соционики. Мы его основали в 1991 году, то есть уже довольно давно, 25 лет назад. Все началось с того, что я занимаюсь кибернетикой, я по образованию кибернетик и физик. Я понял, что я занимался в том числе проблемами создания искусственного интеллекта, еще студентом. И я понял, что существующие подходы, они неправильно описывают принципы моделирования психики, психических процессов. И поэтому я стал искать и изучать психологию. И очень быстро вышел на психологию Карла Густава Юнга. И как раз вот в концепции Юнга, что существуют разные психические функции, это фактически разные формы обработки информации, я увидел вот новые подходы к тому, чтобы решить проблему искусственного интеллекта, потому что человеческая психика, она очень многообразна. Разные формы обработки и восприятия информации. И так сложилось, что когда я уже на последних курсах нашего университета занимался этим, я подробно изучил типологию Юнга, изучил целый ряд аспектов, связанных с психологией, в том числе психоанализ. И буквально, когда я его закончил, начал работать вот в области моделирования различных процессов, я познакомился с соционикой, которая только начала распространяться. То есть ее буквально, это был 86-й год. В 1985 году Ауша Угуценовичуте приезжала в Киев читать лекции по приглашению Института кибернетики. Это был самый крупный институт кибернетики в бывшем Советском Союзе. Очень много корпусов и так далее. И вот они узнали на одной из конференций накануне, что существует соционика. Это была конференция по бионике на Украине. И приехали ученики Ауши из Каунаса. Это город недалеко от Вильнюса, столицы Литвы. И просто сделали доклад, что вот существует новый подход к моделированию психики. И это сообщение вызвало очень большой интерес, очень острую дискуссию. Докладывал, там было несколько человек, докладчик был Николай Николаевич Медведев. Он был заведующий отделом Института радиоэлектроники в Каунасе. Но это был фактически полувоенный институт. Все работало наоборот в Советском Союзе. Но, тем не менее, вот он сделал такой доклад, это вызвало очень большой интерес, и в результате Ауша Угуценовичуте приехала в Киев, она сделала доклады в Институте кибернетики, в институте, Киевском институте имени Тараса Шевченко, то есть нашем главном университете имени Тараса Шевченко. И так получилось, что вот под влиянием ее вот этих докладов и семинаров в Киеве возникло сообщество из специалистов самых разных профилей. Кибернетики, психологи, социологи, биологи, и другие вот специальные педагоги, конечно. И при городском доме учителя образовалось такое объединение по соционике, которое фактически очень быстро превратилось в такой рабочий семинар. И в результате, в рамках этого семинара, я, Виктор Гуленко, Владимир Ермак, Григорий Шульман и многие другие, они стали разрабатывать ряд идей в области соционики. А в 1986 году прошла первая конференция, большая,
по соционике. Она была в городе Полтава. Это километр 200-250 от Киева. Старинный город. И туда съехались около 80 человек, специалистов из всех уголков бывшего Советского Союза. То есть там была и Прибалтика, и Ауша области Новичуты, и, конечно, и Украина, и Сибирь, и Ленинград, сейчас это Санкт-Петербург. Вот. И был такая большая конференция, она продолжалась почти неделю, то есть которая показала, что очень большой интерес к этому всему вопросу. И после этого стали регулярно проводиться конференции каждый год. Следующая конференция была в Сибири, на Алтае, то есть Новосибирск-Алтай. 3 дня в Новосибирске и 9 дней на речке Катунь. Да, в таких вот условиях. И в результате вот того, что мы работали все вместе, произошло очень быстрое такое становление Киевской школы соционики. И Киевская школа соционики разработала целый ряд новых идей, которые доработали и развили вот классические основы, которые были предложены Аушей Агутиновичем. То есть это связано с изучением модели А и введением понятия мерности, это мои работы, и с дифференцированным описанием каждого типа, и с связью психоанализа, здоровья и типом человека. И дальше произошло такое обобщение соционики, то, что мы называем интегральная соционика и этносоционика. Это связано с тем, что мы можем строить информационное описание, такой аналог информационной модели для любого коллектива, что мы используем в менеджменте. И дальше для рассмотрения такого туманного понятия, как ментальность нации, ментальность этноса, ментальность народа, или, скажем, структура государства, ментальность государства, или, скажем, какого-то объединения общественного или политического. То есть ему тоже можно приписать не просто тип, а определенную информационную структуру, и дальше вот понимать, значит, как и с человеком, какие могут быть сильные, слабые стороны у этой структуры, что является мотивацией ее действий, ну и так далее. То есть поэтому как бы тут очень много разных вопросов, но оказалось, что вот в рамках Киевской школы мы сделали очень много работ. Сначала мы их печатали, докладывали на конференциях, поскольку каждый год, а в некоторые годы даже по 2 конференции в год, весной и осенью проходили в Прибалтике. То есть это в Литве, в Вильнюсе, в Паланге, это на берегу Балтийского моря, проводились по 2 конференции в год. А с 1991 года, когда Советский Союз развалился, вот 6-я конференция по соционике, она происходила в Паланге, усилием Вильнюсской школы, а уже 7-я осенью происходила под Киевом, в городе Канев. Вот. То есть это уже наш институт соционики, мы организовали, и с этого момента, после того, как развалился Советский Союз, ежегодно, традиционно в Киеве или под Киевом, то есть в столице Украины, проходят осенью большие международные конференции по соционике. То есть вот прошлой осенью, то есть в сентябре 2015 года уже произошла 31-я конференция по соционике, международная конференция по соционике. Но в этом году будет, соответственно, 32-я. То есть, опять-таки, это собирается до множества специалистов самых разных областей, которые обмениваются, ну, как бы своими работами
от педагогики и воспитания до менеджмента, медицины, кибернетики и так далее. Теперь, что касается более ранних работ, уже на Полтавской конференции 1986 года был целый ряд работ от Киевской школы, и я там делал доклад, и заодно, значит, я рассказывал ряд новых работ, которые еще не были написаны Ауши и Августиновичуте. Она их одобрила, после чего я их начал публиковать. И одна из таких больших крупных работ была связана она называлась очень длинно и наукообразно, о формировании типа информационного метаболизма в процессе рождения индивидуума. На самом деле она была посвящена тому, как формируется тип в натальный и пренатальный период, то есть когда человек находится в эмбриональном состоянии и дальше рождается. И связанные с этим аспекты и формирования функций, психических функций или функций информационного метаболизма, их уже индивидуальных особенностей, и одновременно не только того, что рассматривают соционики, но и связаны с этими аспектами бессознательного поведения человека. То есть уже речь идет об индивидуальной конфигурации, и одновременно, используя работу Станислава Грофа, известного психотерапевта, исследователя бессознательного, я показал, что есть очень четкая связь между акцентуациями и особенностями типа и особенностями тех процессов рода, в которых, то есть особенностями, процесса рода, когда человек рождался. Дело в том, что в перинатальной медицине, в перинатальной психологии выделяют 4 фазы родов, и каждой фазе, оказалось, соответствует своя соционическая составляющая. Причем оказалось не только связанная с тем, что описывает соционика, но и область в определенном смысле подсознания и сверхсознания. И человек в себе несет, в определенном смысле, отпечаток этой фазы родов. Она связана и с формированием принадлежности к квадре, то есть 4 фазы родов, они соответствуют 4 квадрам, альфа, бета, гамма, дельта. И в результате фиксируются не только особенности психического склада, но и аспекты, связанные со здоровьем. Почему? Потому что если на эмбрион воздействовали какие-то химические вещества, или алкоголь, или что-то еще, это сказывается на определенной стадии. Если рождающегося человека, ребенка, воздействовали механические усилия в момент родов, это тоже связано с его аспектами здоровья. То есть есть типы, у которых есть проблемы с позвоночником, повышенные проблемы, с головой, потому что там было нажатие на череп, с кишечником и так далее. То есть это эти аспекты, связанные со здоровьем, они в ряде случаев просто хорошо прослеживаются, то есть и дают объяснение, почему у человека потом проявляются эти проблемы через много-много лет. Можно ли считать, что существует определенная связь пренатального периода развития человека с его, получается, психическим и физическим здоровьем и последующим типом? Да. Эта связь, я просто поставил то, что описывают пациенты Грофа, когда он исследовал перинатальные матрицы при помощи психоделических препаратов и других, и теми описаниями, которые приняты в соционике. Оказалось, что идет очень сильная корреляция. Просто это надо читать конкретную работу. И я показал в этой работе, это большая работа, больше 20 страниц, как формируется, собственно, психическая часть, психика, как формируется тип, и последующее, то есть когда человек рождается, у него уже тип практически сформирован.
А дальше идет как бы кристаллизация этого типа, стабилизация. И после этого мы говорим уже, что тип не меняется, до него только могут наслаиваться воздействия внешней среды. Станислав Гроф не знал о соционике, но он ввел понятие системы конденсированного опыта, когда есть какое-то базовое событие, которое формирует основу психической конфигурации, а затем по принципу ассоциации на нее наслаиваются другие события. То есть, скажем, было какое-то травмирующее событие базовое, и на него дальше потом накладываются по принципу смежности по эмоциям и так далее, там, по страху или по каким-то еще другим ощущениям, аналогичные вещи, и вот вырастает такая пирамида. Вырастает вот такая пирамида, которая тянется до взрослого возраста. Поэтому эффективность методов психотерапии очень часто зависит, с каким уровнем, скажем, если это невроз, работает психотерапевт. Потому что можно разрушить, скажем, подростковые страхи, но очень часто оказывается, что они базируются на более мощном детском фундаменте. Это то, о чем писал Фрейд, но он там ушел в сторону. Он слишком был захвачен идеями сексуального интригинга и так далее. А это только частный случай. Но даже если мы проработаем детский уровень, тогда возникает уровень, который связан с перинатальными переживаниями. Он называется еще ранковским уровнем. Отто Ранк — это был один из учеников Фрейда, который сказал, что детские переживания — это вторично по сравнению с перинатальными переживаниями. За что Фрейд его выгнал, как он делал со своими учениками, которые отклонялись от его учения. Но вот Гроф тоже назвал этот уровень ранковским или перинатальным. И вот оказывается, что это именно тот базовый уровень, от которого надо отсчитывать и формирование типа, и психические, и многие физические проблемы человека. Потому что те вещи, там формируется и огромное количество бессознательных напряжений очень часто, а это связано и с психическим уровнем, и с физическим уровнем. Есть специальные техники, которые позволяют это прорабатывать для взрослых людей. Но это просто надо все знать и понимать. Ну и вот мне удалось установить связь конкретно между типом и вот кластером тех проблем, которые могут существовать у конкретного человека. То есть, собственно, даже если мы возьмем типологию Юнга, сам Юнг предназначал свою типологию для чего? Чтобы понять, с какой стороны к нему подойти человек. Потому что, чтобы не ломиться через сильную первую функцию, а идти через бессознательные функции. Вот. Потому что он говорил, что в наших терминах это пятая, шестая функция, он говорил, что это королевский вход в бессознательное человека. А он говорил просто об архаичных бессознательных функциях. Вот. Ну и дальше, вот после этой работы и, скажем, понимание, что соционика представляет собой очень такую самоподобную структуру. Есть такое слово фрактал или самоподобие, когда, когда мы рассматриваем, например, дерево, мы видим на ней веточки. Но если мы посмотрим на веточку, то большие ветки, они состоят из маленьких. Да? И вот так до бесконечности. Вот это и есть принцип фрактальности. И вот если мы посмотрим на конструкцию соционики в целом, то она тоже устроена по такому фрактальному принципу. Почему? Потому что с одной стороны у нас есть социон. Вот соционика по Аусли, Аугустина Вичута — это наука о соционе и соционной природе человечества. Потому что есть 16 типов, связанных между собой информационными связями. И это и есть система психоинформационная система, которую мы называем соционом. Но дальше идет деление на 4 группы, 4 квадра. А квадр, в свою очередь, состоит из 4 типов, то есть, 4 типов.
А каждый тип состоит, в свою очередь, из 4 функций в ментального кольца и 4 функций витального кольца. То есть вот получается такая сложная иерархическая структура, и мы можем работать на индивидуальном уровне с человеком, мы можем работать на диадном, квадральном уровне с человеком, мы можем работать на уровне уже более высоком. И когда речь идет о коллективах, вот мы учитываем эти особенности, чтобы собирать различные оптимальные группы. То есть правильно я понимаю, что это было ваше первое и самое значимое исследование? Ну, это был цикл работ, то есть я говорил про формирование типа перинатальной матрицы, про фрактальность социона. Дальше то, что явилось достаточно большим открытием, это много цитируется и используется, открытие того, что каждая психическая функция, она имеет свою структуру. То есть она имеет то, что мы называем мерностью. Первая функция имеет 4 активных мерности, а вторая функция имеет 3. До этого не понимали, чем они отличаются. Просто говорили, что я уже даже говорила, что первая функция сильнее второй, вторая функция сильнее третьей. Что за функции, к примеру? Ну, например, возьмем логико-интуитивный интроверт, аналитик или Робеспьер. И первая функция у него системная логика, или белая логика, как рисуют. А вторая функция, она называется базовой или программной. Вторая функция творческая, это интуиция возможностей. И третья функция ролевая, это этика отношений. И четвертая, вместо наименьшего сопротивления или болевая функция, это волевая сенсорика. Или черная сенсорика, черным кружочком она обозначается. И в результате, когда говорили о том, что вот первая функция, она самая сильная, ну, все знали, что она сильная. Еще Юнг выделил, Карл Густав Юнг выделил 8 типов, не 16, а 8, именно по наличию этой первой функции. Он даже не различал типы по второй функции. Он говорил, вот есть логические интровертированные типы. А соционика дифференцировала, что есть логические интуитивные или логические сенсорные типы. Но тогда возникал вопрос, хорошо, а чем... То есть соционика возникла уже 16 типов. А тогда возникал вопрос, хорошо, вот есть самая мощная функция, вот есть вторая, она тоже сильная, но она ведет себя немножко иначе. А чем же они отличаются? Качественно и количественно. Чем отличается потом ролевая функция, которая уже намного слабее? Но еще ей человек оперирует. И, наконец, почему есть четвертая болевая функция, которая совсем слабенькая и так далее. Вот выяснилось, что когда я ввел понятие мерностей, получилось так хорошо описать, что первая функция, она четырехмерная, там есть 4 вектора, которые все охватывают все пространство, скажем, по этой логике. Там есть вектор глобальности, вектор ситуации, вектор социальных норм и вектор личного опыта. А вот вторая функция творческая, она тоже сильная, но у нее нет вектора глобальности, она всегда действует локально. Здесь и сейчас. Вот по ситуации. Третья функция, она вообще двумерная. У нее есть только социальные нормы и личный опыт. И поэтому, когда человек сталкивается с чем-то, с чем он никогда не встречался, он впадает в некоторое замешательство. И, наконец, болевая функция, или четвертая, она всего лишь одномерна. Это функция только личного опыта. Только даже если человек чего-то не пережил на личном опыте, даже если он его обучали каким-то правилам, но он их лично не опробовал, то и не научился применять. Например, правила поведения, да? Или правила вождения, или еще чего-то, то для него это правило просто пустой звук. Но и любое замечание или столкновение с необходимостью
делать что-то, что выходит за рамки личного опыта, порождает неприятные психические переживания, то есть негативные эмоции, которые сказываются уже на здоровье человека. И то есть уже развиваются психосоматические синдромы, и человек начинает уже, если он долго находится в таком состоянии, у него развивается стресс, страдают психосоматические аспекты, и в результате у человека начинает развиваться какое-то психосоматическое заболевание. Это может быть связано с сердцем, с легкими, с печенью, то есть там в зависимости от типа там есть определенная корреляция. Вот. И поэтому то же самое касается и других функций витального кольца, потому что функции всего 8. И вот таким образом, и главное, что поскольку соционика это не только теория, как устроен тип личности информационный, но и теория интертипных отношений, то оказалось, что очень хорошо описываются и отношения между типами. Более того, по длине этих векторов, вектор ситуации, они вот так рисуются, как вектор ситуации, вектор норм и так далее, можно даже судить и об индивидуальном профиле человека, не просто типа, а уже личности, но и особенностях его отношений с другим человеком. Не просто типом, а вот конкретным вариантом, с конкретно развитыми вот этими векторами норм, ситуации, личного опыта и так далее. И, конечно же, это дало большой толчок, потому что мы тогда от 16 типов абстрактных переходим уже к более индивидуальной картине человека. Вот то, чего многие не понимают, к сожалению, что соционика уже практически и в теории, и в практике давно ушла от наивного представления, что есть только 16 типов. Мы можем работать уже на индивидуальном уровне. То есть что еще учитывается помимо 16 типов? Конечно, потому что когда мы консультируем, проводим персональное консультирование или консультирование в области менеджмента, то есть реорганизация коллектива, подбор кадров, создание нового коллектива, мы особенно если речь идет о топ-менеджерах, то есть руководителях высокого уровня, тогда мы как раз очень подробно рассматриваем вот эту индивидуальную конфигурацию. Я поняла, хорошо. Вот вы упомянули вашу совместную работу с Аушерой, Аугустиной Вичуте. Скажите, а как вы с ней познакомились, и с Григорием Рейниным, и какая совместная работа у вас с ним была? Собственно, значит, с Аушерой мы только обсуждали. Мы познакомились с ней в 1986 году, вот, в Полтаве. Она как раз приехала. Я, к сожалению, не смог побывать на ее лекциях в 1985 году, но был в курсе, а вот познакомился лично именно в Полтаве, и очень много с ней разговаривали, поскольку мы принадлежим к одному и тому же типу, да? У нас тождественные отношения, поэтому, конечно, было о чем поговорить. И вот в этом смысле очень много мы обсуждали, и я ей рассказывал про какие-то новые идеи, она их комментировала. То есть вот таким образом было такое... мы встречались много раз, потому что вот конференции проходили сначала многие в Литве, потом она приезжала к нам на Украину на конференции, поэтому очень долгое время она у нас была главным консультантом Международного института соционики. Вот, как бы по совместительству. Она преподавала в Вильнюсе, в Польском университете, но и у нас также вот... Поскольку она была номер один в соционике, конечно же, и она всегда выступала почетным председателем всех конференций до 1998 года. Поэтому, конечно, мы много обсуждали.
Что касается Григория Рейнина, мы познакомились в 1987 году. Я приезжал в Ленинград, сейчас это Санкт-Петербург. Он, к сожалению, не смог побывать на конференции, поэтому я его тогда не видел. А когда приехал в Ленинград, то я познакомился и с ним, и там я был уже знаком с некоторыми ленинградскими социониками, собственно, которые были в Полтаве и на Катуни, и Новосибирск-Катунь. И поэтому, конечно же, они меня сразу познакомили с Рейниным, мы тоже очень много обсуждали разные вопросы, в том числе и аспекты перинатальных матриц, потому что он тоже был знаком с работами Грофа. У него были по этому поводу свои гипотезы, но вот мы это все обсуждали. То есть, сказать, что у нас были работы совместные с двумя фамилиями, не было, такого не было. Но мы очень много обсуждали различные идеи, подходы, концепции, способы тестирования. Он в то время защищал диплом он сделал обзор всех типологий известных и показал, что они все сводятся к числу 16, плюс-минус 4. То есть и клинические, и психиатрические, и психологические, они все танцевали вокруг числа 16. И он сделал совершенно закономерный вывод, что это связано с тем, что за всем этим стоит одна структура психическая, которая описывается ционика. Он с блеском защитил этот диплом, потом он на эту тему написал диссертацию тоже и стал доктором философии в области психологии, а потом и соционики. И поэтому вот там было очень много. Я тоже занимался целым рядом типологий. Мы проводили большую работу именно по сравнению разных типологий. Кличко, Кречнера, Леонгарда и других. Вот именно соционической. То есть поэтому очень много было тем для обсуждения. Ну, плюс, конечно, когда появилась его работа о группах, вот, мы проводили исследования в области этих групп. Вот в Киеве в рамках нашего семинара по соционике у нас было достаточно много народа, в том числе студенты, и мы на студентах моделировали различные группы. Эти были такие экспериментальные работы. Ну, собственно, во всем мире вся психология делается на студентах. Если вы знаете, вот, например, особенно в Америке или в Англии, всеми подопытными кроликами выступают обычно студенты первого, второго, третьего курса. Вот. У нас тоже было достаточно много студентов, интересующихся соционикой, и поэтому они сами приходили, и здесь можно было составлять любые группы. Вот. И мы просто проверяли, как работает та группа. И, это с контролем, конечно. То есть не просто вот группа, а рядом сидит группа случайная и выполняет аналогичное задание. Поэтому, в общем-то, мы могли сказать, что действительно не просто работает, вот, очень эффективно работали кольца социального заказа, например. Или группа из 4 типов, которые связаны между собой отношениями социального заказа. Образуется такое кольцо. Таких колец соционий 4. И их еще можно назвать кольцом мозгового штурма. Потому что задача, которую мы предлагаем в таком кольце, она решается несколько раз быстрее и эффективнее, чем просто случайно собранная группа. То есть очень сильно раскрывает потенциал и скрытые знания каждого человека. То есть вот, а дальше вот пошли работы, кроме этого, пошли работы, связанные поскольку мы начали заниматься даже с 90-го года, еще до создания института, мы начали консультировать в области менеджмента, то есть начала развиваться рыночная экономика, все стали думать о том, как о работоспособности своих коллективов, и мы начали консультировать в этой области.
И оказалось, что соционика очень хорошо работает. Нас стали приглашать на различные предприятия, корпорации, фирмы. Потом пригласили в Москву. Был такой будущий миллионер Илья Колеров, вот, у которого была тогда типография, издательство достаточно большое, и он нас пригласил, и мы там ему сделали консультацию. А потом так получилось, что мы сотрудничали с одним банком московским, а банк работал в том числе с Сибирью. И работал в городе Надыме с местным отделением Завсибкомбанка, который обслуживал «Газпром». Точнее, то объединение, которое занимается, вот на севере занимается добычей газа. Ну, чтобы вы понимали масштабы, это приблизительно 40% газа в европейскую часть, Надым, «Газпром». Да, Надым, Пангады, вот, и это большое объединение, 12 тысяч человек, 30 предприятий. Да, вот такие масштабы. И поскольку они там, банк устанавливал компьютерную систему, то вот эти компьютерщики, они нас рекомендовали этому сибирскому банку, мы поработали с ним. И это произвело очень большое впечатление на руководство банка, на управляющие. Как вы с ними работали? Расскажите поподробнее. Ну, они нас пригласили. Пикантная ситуация заключалась в том, что управляющая банком как раз уехала в срочную командировку за день до нашего приезда. И мы работали с коллективом, это порядка 80 человек. Мы их тестировали, беседовали. Потом мы делали раскладку по коллективам, давали рекомендации. Мы составили отчет, вот, и так далее. Но самое интересное, что мы делали, мы поняли, какой тип личности у управляющей банка, без отсутствия. И оставили ей в конверте описание ее описание. Психологическое, социологическое, на 3 страницах, которое начиналось так, что мы предполагаем, что вы, у вас последует, значит, и передали это в запечатанном конверте ее заместителю, который нас курировал. И когда она потом, мы, к сожалению, развернулись, но когда она потом вскрыла конверт и прочитала, она была очень сильно поражена. Настолько сильно, что она буквально через 2-3 месяца порекомендовала нас генеральному директору этого объединения, который был просто, чтобы вы понимали, человек 35 лет из периферии, из младшего управления, входящего в это объединение, назначили на должность генерального директора всего объединения. А назначил человек, который ушел в центральный аппарат «Газпрома». И вот молодой директор, 35 лет, у него только 12 замов генерального директора, каждый из которых старше его на 15, а то и на 20. Зубры, северные зубры. И он, конечно, руководил коллективом, но там коллектив был намного меньше. И тут ему говорят, что ты знаешь, что есть такие люди интересные, которые могут весь твой коллектив посчитать и дать рекомендации, как с ним управляться. Он говорит, срочно их вызывайте. Поскольку, банк обслуживал предприятия, они виделись регулярно, то, конечно, они сразу познакомились, и там в силу социалистических, они принадлежали к одной квадре, и в силу социалистических закономерностей они очень быстро, они хорошо понимали друг друга. Давайте их вызывать. Мы с банком работали весной, осенью мы приехали уже по приглашению, значит, на «Газпрома», и после этого мы с ними работали с 93 по 2000 год.
вот так долго. Да, доездами, да. Вот 2 раза в год мы приезжали на месяц, на 1,5 где-то месяца. Вот, и таким образом вот проводили эти работы. И то есть сначала мы посмотрели его команду зама, потом команду управления, потому что там очень сложная структура. Заместителей генерального было даже не 12, 13, 14 человек. Там зам по энергетике, зам по финансам, зам по экономике, зам по энергетике, ну и так далее. Зам по сельскому хозяйству, потому что это градообразующее, даже, можно сказать, районообразующее предприятие, которое, ну, 30 предприятий самого разного профиля. Там одно предприятие на Дымгазсервис, это включало в себя несколько гостиниц, клубы отдыха, столовые, кафе и санатории и так далее. То есть, медицина это отдельно, потому что медицина на севере очень важна. И так далее. То есть очень много было самых разных. Геология, зам по геологии был, например, и так далее. То есть, и мы ему эту команду немножко переконфигурировали, чтобы он понимал, на каких людей ему прежде всего нужна опираться в силу интерактивных взаимодействий. А после этого мы, значит, дали ему раскладку по всему управлению, это было около 100 человек. То есть, это 100 человек, это только начальники руководители и заместители, начальники отдела и заместители. Представьте себе масштабы. Да, то есть, а дальше вот мы начали работать с конкретными предприятиями, тоже с менеджерами. И, то есть, мы отработали верхушку, да, все здорово. Он полгода посмотрел, говорит, все сходится, приезжайте еще. И таким образом, потом приезжайте еще. И таким образом мы вот работали несколько лет, потом он ушел на повышение в Москву. Сейчас он возглавляет одно из подразделений «Газпрома», другую компанию. Вот, собственно, мы еще там работали, почему я говорю, до 2000 года. А там просто сменилась команда, и там уже, начался кризис и прочие вещи. Там пришла новая команда вообще в «Газпром», и они, там изменили эти. Но оказалось, что все наши прогнозы, которые мы делали, скажем, они работают очень долго. То есть, когда мы фактически выполняли часть работы службы кадров, потому что обычная стандартная в корпорации служба кадров это просто собирается досье на человека, его выслуга, там, где он работал и так далее и тому подобное, его характеристики и смотрится. Вот это наш кадровый резерв. Способен он занять должность начальника управления или отдела или нет? Мы же проводили работу конкретную, и вот из этого всего массива выделяли тех, которые наиболее перспективны. Ну и там насколько они сработаются с другими коллегами на каждом уровне, и с вышестоящим начальством по интерактивным отношениям. И вот таким образом мы ввели отчасти кадровый резерв, и в результате, значит, ряд предприятий были реорганизованы, некоторые даже сливались, это давало оптимизацию и по зарплате, конечно, и очень большую, учитывая северную зарплату, и ряд других, и аспекты управляемости и так далее. То есть, в общем-то, вот всего этого мы настолько много регулярно работали, потому что это давало реальный ощутимый выход. Причем я скажу, что был даже такой интересный, не один раз, но вот самый такой типичный казус. Дело в том, что у «Газпрома» есть свои собственные социологические службы и психологические. И институт в той же Тюмени есть. Не только в Москве, но и в Тюмени. И когда мы поработали с одним из строительных управлений, они строили зимние дороги в основном, значит, в рамках Треста. Начальник этого управления говорит: я первый раз вижу отчет, с которым можно сразу работать. Что делать?
А меня уже тут тестировали. Достает с полки две такие толстые папки. Значит, вот меня раз тестировали из Москвы, а вот это из Тюмени. Говорит, ну и что с того, что меня тестировали по тесту, моих сотрудников по тесту MMPI? Что с того, что там у моего бухгалтера 60% паранояльности? Что мне от этого ни тепло, ни жарко? Да? Там или шизоидность у там какой-то процент у главного инженера. Что мне с этим делать, я совершенно не знаю. Говорит, а у вас тут рекомендации на 2-3 странички, и все ясно и понятно. То есть соционика, она позволяет не вообще описывать человека. Описать человека можно, потому что это существует сотни человеческих тестов. Она позволяет выделить самое главное, что можно сказать о человеке, в плане его рабочих таких каких-то деятельностных характеристик. И очень концентрированно, а соционика позволяет сжать огромную информацию о человеке в очень сжатые рекомендации. Потому что само название типа, там, скажем, логика, интуитивный интроверт, оно несет в себе колоссальную информацию. Ее можно разворачивать на 100 страниц. А можно не разворачивать, если кто понимает. А из этого следуют выводы. Этого переставить сюда, этого назначить туда. Значит, Дона Педро сделать главным начальником. Да? То есть, и это работает. А у заместителя у него должен быть там этот человек. Желательно, конечно. Все применять к обстоятельствам. Не всегда это так бывает, но вот желательно. Но просто опыт показал, что когда следовали нашим рекомендациям, то оно работало. Я помню, в 2003 году на конференции «Психология бизнеса» в Петербурге была такая конференция очень большая, вся Россия и СНГ, там человек 150, может быть, было участников, съехались топ-менеджеры, менеджеры по персоналу, вот, слушали и прочее. И когда я сделал доклад о том, как мы работаем в открытой демонстрационке, в том числе с «Газпромом», на севере, а что такое крайний север? Это морозы 35-40 градусов. Да, очень часто. Потом очень переменчивый климат. Сегодня может быть минус 40, а послезавтра может быть плюс 2. Потому что ветер либо из Карского моря, это Северный Ледовитый океан, либо с материка. Почему строят зимние дороги, все время за ними следят? Потому что сегодня по ним можно ездить, а завтра они растают. Если застрянет. Асфальта там нет. И бетона. Вот, поэтому и все время за этим надо следить. И строить вечную мерзлоту очень трудно. Потому что если не учтешь, то растает и провалится. Поэтому вот сейчас идет глобальное потепление, и возникают большие проблемы на севере с этим. Потому что подтаивают вот эти льды в почве. Да, и подходит, после моего доклада, подходит менеджер, директор по персоналу Кандаборского целлюлозного комбината, бумажно-целлюлозного комбината из Кандапоки. Это комбинат, который делает процентов 40-50 офисной бумаги для СНГ, не только для России. И говорит, знаете, вот мы куплены западной фирмой, у нас западный менеджмент, технологии, мы все время тестируем сотрудников. У нас на каждого сотрудника накоплено по 100 страниц информации психологической. У нас проблема другая, мы не знаем, что с ней делать. А вы, оказывается, решаете проблемы, которые мы даже не могли поставить. Понимаете, вот в чем достоинство соционики? В том, что нам не нужно 100 страниц. То есть при желании можно развернуть, но эти 100 страниц нам не нужно, чтобы понять, куда поставить человека, как его эффективно использовать как специалист. Вот это очень важный момент. И потом мы неоднократно сталкивались с такими вещами, вот, что нам говорили. Но это просто... Да, но самое поразительное было другое, что когда я сделал доклад, значит, на следующий день возникло стихийное требование к участникам
чтобы организаторы конференции поставили нам второй доклад о методах соционики и менеджмента. То есть, заметьте, это сами участники попросили. То есть вот настолько был большой интерес. И, ну, конечно, это имело выход, потому что потом нас стали приглашать там и по другим. Мы работали очень много в Сибири, в Иркутской области, с местными там предприятиями, холдингами и прочее, группами компаний. Вот там они оказались наиболее такие восприимчивые. Но вот именно наш опыт показывает, что соционика, она очень эффективно работает в этой области. Давайте дальше. Как вы считаете, на каком этапе развития сейчас находится соционика как наука, и что необходимо доработать или развить? Чего не хватает? Значит, на каком этапе? Смотрите, мы выпускаем, с 95-го года мы выпускаем целый ряд журналов по соционике. Вот это наш первый журнал. Это научно-практический журнал. Соционика, ментология, психология личности. Он выходит с 95-го года. Вот еще два журнала, которые выходят с 2013 года. Психология и соционика межличностных отношений. Менеджмент и кадры. Психология управления, соционика и социология. То есть почему необходимость их возникла? Когда соционика стала применяться активно в педагогике, в психотерапии, в менеджменте, то уже возникло огромное количество людей, которым эти методы понадобились уже для их работы. В том числе и научным, потому что сейчас по соционике защищено, ну, скажем так, соционика — это более 1000 диссертаций, связанных с соционикой, в самых разных областях. Это педагогика, юриспруденция, психология, психотерапия, спорт, социология, практически все гуманитарные, даже технические науки. Потому что даже там можно рассматривать такие вещи, как взаимодействие человека с техникой, с компьютерными системами, то есть комплексы человека-машинные комплексы. Это тоже, там даже защищены диссертации по этим вещам, именно описаниями методами соционики. Потому что соционика предлагает некую такую модель, информационную модель, как не только человека, но и его взаимодействие с окружающим миром. А типология, вот многие пытаются свести соционику к примитивной типологии. Вот есть 16 типов, и все. Это самый низший уровень понимания соционики. Это уровень, как в типологии Майерс-Бриггс. Да, ну вот я сказал, значит, еще у нас есть журнал, исследующий фундаментальные основы психики и сознания, то есть физика сознания и жизни, космология, астрофизика. В мире два таких журнала. Второй журнал называется Neuroquantology. Значит, он издается на английском языке, но мы тоже планируем начать издавать на английском. Хотя ряд статей есть уже на английском языке. И был такой журнал, к сожалению, сейчас не издается, «Педагогика, психология и соционика образования». Ну, не издается просто потому, что был кризис, и не получилось его сделать подписным изданием. Вот. И вот у нас еще выходил такой журнал «Происхождение языка и культуры. Древняя история человечества». Это уже там более такой культурологический журнал, сотрудничество с историками, лингвистами. Вот. Потому что соционика, она позволяет описывать и общество. Я говорил об интегральной соционике или этносоционике. И здесь мы можем описывать, значит, здесь очень много, скажем, модель ментальности какой-то страны, модель ментальности какого-то народа, межнациональные отношения очень хорошо сюда ложатся, и прогнозирование. Модель взаимодействия, скажем, ментальность Соединенных Штатов Америки, как она взаимодействует с ментальностями арабского мира, латиноамериканского мира, с той же Бразилией, или, скажем, Эквадором, как она взаимодействует с Западной Европой, британская ментальность, как она взаимодействует с
той же России, да, или с Украины. То есть, оказывается, вот есть целый ряд цикл лекций, они даже некоторые выложены в интернет. Я сейчас готовлю книгу по этому поводу, которая будет посвящена именно вот такому расширению соционики на интегральную. И оказывается, что формы государства, культуры, религии, ну, в смысле церковь, они также вот, связаны с интегральным типом, и они тоже между собой определенным образом взаимодействуют. И вот мировая история, так как мы ее видим, взаимодействие политического лидера с ментальностью народа очень хорошо видно. Когда народ или принимает, или не принимает. Или, скажем, он сначала в восторге, а потом он пребывает в разочаровании. Это все очень хорошо описывается именно интертипными отношениями в рамках уже интегральной системы. Ну и, конечно, то же самое, команда менеджеров или политическая команда любая, она тоже может быть хорошо описана вот этими вещами. Поэтому, то есть вот такое расширение, оно дает тоже, очень многие этим интересуются, конечно. Ну вот, я надеюсь, что, может быть, в конце года или в начале следующего года будет книжка по этому вопросу. Очень надеемся. А расскажите поподробнее про каждый из ваших журналов. На чем сфокусированы эти исследования, в них наблюдения? У меня еще книга выходила. Я просто вам показать ее? Да, конечно. Тогда одну минутку. Хорошо. Значит, начнем по порядку. Значит, сейчас вот, по поводу того, как развивается соционика, кроме журналов, существует огромное количество научных работ и практических. Вот если заглянуть, например, в библиотеку Google Академия, ну, это, значит, сервис Google Академия дает возможность, или Google Scholar по-английски, он дает возможность посмотреть большинство публикаций по той или иной теме, научной. Не популярной, а именно научной. Вот если мы сейчас заглянем в Google Академию, там будет около 2000 публикаций. Даже больше. Если набрать соционика по-украински, тогда добавляется еще часть украинских, и там получается где-то 2200 приблизительно. Вот. Если мы посмотрим в научную библиотеку РИНС, Российского индекса научного цитирования, она называется eLibrary, там 1250 приблизительно на сегодняшний день публикаций и статей, причем поразительно, что каждый день добавляют, каждый день. Это пишут, то есть очень много университетских кафедр работают или интересуются соционикой. Соционика сейчас преподается как предмет в более чем 180 университетах СНГ и Восточной Европы. То есть, причем она, ну, подробности вы можете посмотреть в энциклопедии «Традиция», потому что российская Википедия очень неадекватно там описывает это. Есть такая традиция соционика, либо медицинская энциклопедия, медицинская Википедия соционика. Там просто расписано огромное количество, даже приведены программы ряда университетов. Значит, вот эти 180 университетов, включая МГУ, кстати, социологический. На социологическом факультете была разработана программа бакалавра в области, профиль бакалавра в области социологии, там 3 темы посвящены социологии. Там эта кафедра, да, вот на социологическом факультете была разработана и утверждена Собяничем, который ректор МГУ, академик, да, и он же в ранге министра. Фактически. Да, то есть
и целый ряд других университетов, причем в ряде университетов соционика преподается на 2 кафедрах. Скажем, есть Самарский аэрокосмический университет имени Королева, а там преподается на кафедре менеджмента и кафедре психологии. Потому что философы методами соционики анализируют свои понятия, но менеджмент я уже говорил. То есть и все это благодаря тому, что мы выпускаем наши журналы. Наши журналы проводим конференцию, поскольку информация распространяется, приезжают люди, которые вот, и читают, и берут эти знания. Вот наш журнал самый главный, соционика, ментология, психология личности. Мы планируем в ближайшие несколько месяцев сделать пилотный выпуск на английском языке. Интернет-выпуск. Надеемся, что он найдет отклик, и мы сможем его выпускать дальше. А вот 21 год уже издается этот журнал. Он выходит 6 раз в год, и, конечно, он самый главный. Ну, второй журнал «Менеджмент и кадры» — это как раз он посвящен именно аспектам менеджмента и применению методов соционики в менеджменте. Там, конечно, не только соционика, но и вообще организационная психология, но упор сделан именно на методы соционики. Вот он издается с 2003 года. 12 лет. И 12 лет издается журнал «Психология и соционика межличностных отношений». Он в сторону педагогики, психологии, психотерапии, психоанализа, вот в эту сторону. Но опять-таки все это через призму соционики, как структуры, описывающие базовые, как теории, описывающие базовые структуры психики. Дальше, вот наш журнал «Физика сознания и жизни», который мы уже с более фундаментальной физической точки зрения попытки описать психику, психические процессы, биофизика здесь присутствует, ну и другие аспекты. То, что называется антропный принцип, то есть вписанность живого в космический контекст, того, что называется биосфера и космос и так далее. Ну, это не очень связано с соционикой, правильно я понимаю? Это не очень связано с соционикой. Это не очень связано с соционикой, это скорее речь о том связи психики вообще с физическими процессами, материальными. Но вот выходил журнал наш «Педагогика», психология и соционика образования, он был именно в контексте воспитания педагогики. Но сейчас же статьи печатаются в журнале «Психология» и социология. То есть в этом смысле сейчас я ничего не потерял. Статьи вы все пишете сами, правильно я понимаю? Нет, у нас очень много авторов. Вот все эти, я говорил, 2000 статей и прочее, это нам пишут, у нас же, если у нас на конференции собирается около 100 специалистов каждый год, это самые активные авторы. У нас еще авторы, если мы говорим, на многих кафедрах университетов, есть там кандидаты, доктора, есть соционические лаборатории в ряде университетов, которые разрабатывают те или иные аспекты, скажем, соционика спорта, спортивная соционика, то есть слаженность в команде, слаженность в фигурном катании и так далее. Понимаете? Это развивающиеся реально отрасли, которые дают реальный результат. Есть даже необычно, но даже в свое время генерал-лейтенант МВД Алферов, к сожалению, погиб в автокатастрофе, значит, один из известных психологов в этой области, он издал монографию «Пенитенциарная соционика» или «Основы науки об отношениях в уголовной среде и взаимодействии правоохранителей с этой средой», где он просто там Дима соционики.
Да, то есть, да, соционика используется вот и на таком уровне, конечно, и очень много прикладных аспектов. Например, ну я об этом еще расскажу немножко. Значит, вот, ну и последний журнал «Происхождение языка и культуры. Древняя история человечества», где затрагиваются аспекты древней культуры, интегральных типов, вот то, что я говорил, ментальности, и вот многие исторические процессы можно понять, используя методы соционики. Почему? Потому что соционика позволяет не только спрогнозировать, ну, посмотреть расклад ситуации сейчас, но в ней есть еще инструмент описания, что может произойти, эволюции организации. То есть там есть определенные фазы развития, и вот они очень хорошо описываются соционическими понятиями. И мы можем даже сказать, когда мы консультируем предприятие, на какой фазе развития относится организация, какие для этого нужны там ведущие лидеры или менеджеры именно в этой фазе. В следующей фазе они уйдут на второй план, выдвинутся другие. А если они не уйдут, то начнется кризис. Потому что там это обычно либо кризис производства, либо кризис сбыта, либо кризис вот, структурный. То есть это все просто нами многократно было отслежено, обсуждено с руководителями, конечно, это все проверяемо. И вот в 2009 году была издана моя книга по ряду работ «Потенциал личности и загадки человеческих отношений». Вот, это только первая часть, сейчас готовится вторая часть, приблизительно такого же объема. Она довольно толстая, около 500 страниц. Вот, где вот описывается, это фактически учебник по соционике с примерами. Поэтому, если кого-то заинтересует ее издательство, то или хотя бы издание части ее, да, более популярной, мы можем об этом поговорить. Ну и, конечно же, если говорить о применении соционики сейчас, то, значит, где наиболее сильно? Я говорил менеджмент. Второе – это пилотируемая космонавтика. В Звездном городке для подготовки космонавтов соционика используется с 1992 года. То есть уже 24 года. Этим занялся доктор медицинских наук профессор Богдашевский. И он неоднократно приезжал к нам на конференции и вот рассказывал о том, как применяет соционику. Вот. Ну, советовался с нами, конечно. То есть и до сих пор соционика, она применяется именно для тренировки космонавтов, для проверки их совместимости. Когда их выбрасывают тренировку по выживанию в пустыню, тайгу или еще куда-то, обязательно составляется отчет, официальный отчет об итогах тренировки на выживание. И есть книга, доступная в интернете, Сергея Жукова, это космонавт. Она так и называется «Стать космонавтом». Он вам пишет об этом, да? Он об этом прямо пишет и приводит отчет, фрагмент отчета о том, как используется соционика. Там прямо характеристики типа командира, бортинженера и так далее. И резюме там, какая степень совместимости по результатам вот этой вот недельного выживания. Это же неделя в пустыне, неделя в тайге, понимаете? Не просто так. Да. Ага. То есть это все доступно. Кстати, вот там ссылки, прямо цитаты, они приведены вот в тех энциклопедиях электронных, о которых я говорил. Просто когда вы зайдете и почитаете, там все это есть. Значит, где еще используется соционика? Там, где нужна критическая совместимость персонала. Это авиационная соционика. Есть такая отрасль. Она развивается и в России, и в Украине. То есть вот в Санкт-Петербурге это 20 лет группа Малышевского. Это институт гражданской авиации. Ну,
на Украине тоже, в Киеве и в Кировограде. Это летная академия и Институт гражданской авиации. То есть это именно, и даже если вы посмотрите, там идет ссылка на программу подготовки летного состава, официально утвержденную Министерством транспорта, где просто прямо предписано изучение авиационной соционики. Там 3 темы. Классическая соционика, авиационная соционика, совместимость экипажей и вот то, что я говорил, исследование, понимание взаимодействия экипажа и воздушной службы. Вот и все эти системы. То есть это все разработано, это все доведено до уровня инструкции, потому что настолько это важная вещь. То есть мы говорим космическая соционика, авиационная соционика, есть еще педагогическая соционика, огромное количество, вот четверть одних только диссертаций, кандидатских и докторских посвящены педагогике. То есть огромное количество работ, и очень много применяют в этой области разработок именно взаимодействия учителей с учениками, мотивация учащихся, чтобы подход, чтобы ученик воспринимал нужную информацию, да, учил и так далее. То есть совместимость у учеников, там, какие-то новые подходы, если идет несовместимость педагог-ученик, то есть взаимодействие в педагогической среде. То есть это огромное, причем не только в СНГ, но, например, в Болгарии это очень сильно развито. В Советском университете издали целую монографию на эту тему. Вот, то есть социология очень хорошо развивается, методы, потому что особенно интегральной соционики. И я говорил про безопасность, например, на ряде атомных электростанций проводится тестирование персонала с тем, чтобы в рабочую смену выходили люди, которые совместимы, чтобы не было ошибок в управлении. Вот. Поскольку у нас когда-то была Чернобыльская авария, это очень важно, то вот на ряде атомных электростанций это делается. Об этом тоже есть информация. И издан даже специальный учебник «Основы безопасности на атомных электростанциях». Там есть прямо глава, называется «Основы соционики и соционики». Вот. Так что в этом смысле соционика давно уже стала прикладной наукой. Очень много применений. Я вот охватил только не такие самые значимые. Например, я знаю, что Росатом каждый год проводит летние школы для молодежи, то есть для тех, кто вот до 30, там, условно, лет или до 35, и на каждой школе обязательно читается курс соционики. А что, как вы считаете, на данный момент необходимо развить? Что недостаточно изучено в соционике? Я бы сказал, на самом деле изучено очень много. Не хватает, может быть, скажем так, скорее практики такого массового применения или, скажем, массового внедрения в образование, потому что в отдельных регионах это делают. Ну, например, эксперименты наших коллег показали, что соционику спокойно усваивают десятиклассники. Ну, основы соционики. И человек приходит в жизнь уже гораздо более подготовлен. То есть он понимает какие-то свои сильные стороны, свои слабые стороны. Вот. Скорее проблема не в исследовании, а скорее в массовом применении соционики, особенно в педагогике и образовании. Потому что очень много, скажем, в менеджменте, очень много российских и украинских, и восточноевропейских компаний используют методы соционики.
А другое дело, как они это используют. Одни используют упрощенно, другие более сложно. Ну, в зависимости от уровня квалификации. То есть я бы сказал, что сейчас проблемы две. Это поднятие общего уровня знания соционики, особенно прикладной, и вот такое массовое распространение, потому что в вузах студенты получают многих информацию о соционике, но, скажем, не во всех вузах она изучается достаточно подробно. То есть иногда она изучается просто теоретически, а практики нет. И вот, кстати, вот здесь такой разрыв. А что касается исследований, ну, исследований очень много у нас сделано, то есть практически, я даже не знаю, вот даже по тому, что я приводил примеры, видно, что с практической точки зрения соционика представляет собой достаточно хорошо разработанный инструмент. Вопрос в том, чтобы грамотно ее применять, и для этого надо просто повышать уровень квалификации. Мы сейчас уже давно ведем сертификацию специалистов по соционике. Существует Международный ученый совет из 20 докторов наук, чем там разных, и психологии, по социологии, и в том числе по соционике, и по биологии. И вот он сертифицирует специалистов. И вот поскольку мы рассматриваем очень часто изучение, помимо того, что соционика изучается в вузах, еще вот как бы те люди, которые изучали соционику в рамках соционических школ, тоже не соционики или другие, они все получают как бы в рамках второго высшего образования, они получают степень бакалавра или магистра. Соционики. Ну, если человек долго работает, имеет много публикаций, он может даже стать и доктором соционики. Да, но это их не так много докторов. Скажем, если у нас сейчас около 150 бакалавров соционики, около 50 магистров и 15 докторов. Вот такая пропорция. Ну и каждый год где-то несколько десятков бакалавров, значит, они выпускаются. А работали ли вы с Виктором Огуленко? Может быть, можете что-то сказать о ваших совместных проектах или о его работах? Мы коллеги или товарищи с Виктором Огуленко. Мы много лет вместе общаемся и сотрудничаем. У него действительно очень много интересных работ, особенно ранних. Они хорошо шутируются, используются. У нас нет работ вот за одной фамилией, но у нас очень много есть ссылок друг на друга, потому что мы вместе развивали очень много идей. И ну, фактически вот Киевская школа соционики, это мы с ним начинали, это, ну, там были еще, конечно, люди, но очень много, скажем, работы, оно родилось из обсуждений каких-то идей с ним. И как бы, безусловно, Виктор Огуленко – это один из ведущих социоников. В последние годы он стал разрабатывать свою модель соционики. То есть, ну, эта модель находится в состоянии разработки, там, скажем, она не вполне принята всеми специалистами, вот, но он ее разрабатывает, он ее преподает, то есть, а что касается вот его работы, особенно 90-х годов, то и начала 2000-х, то, конечно, они очень популярны, они активно цитируются, печатаются и прочее. Ну, опять-таки, Виктор Огуленко проводит время от времени со своими учениками практические проверки в полевых условиях каких-то соционических закономерностей. Вот, и регулярно докладывает каждый год на конференцию, он делает такой доклад о проверке в полевых условиях каких-то аспектов поведения соционических.
ну и печатает эти работы. Ну вот в таком духе. Ну вот, если за пределами теоретических рассуждений, какие самые значимые эксперименты, может быть, вы проводили, или, может быть, Виктор проводил? Вот о каких можете рассказать, самые значимые инвестиционные? Понимаете, вот я скажу так, мы очень много работали я рассказывал, с малыми группами. Мы проверяли, как это действительно очень значимо, потому что мы сначала их проверяли в эксперименте, потом мы многие группы наблюдали в реальных условиях и даже в экстремальных условиях крайнего севера. Потом мы многие группы собирали уже в рабочей обстановке на тех же предприятиях, не только крайнего севера, но и здесь. И мы могли возможность годами наблюдать за людьми, которые работают. Понимаете? То есть, поэтому сказать, значимые такие эксперименты, это эксперименты, некоторые эксперименты тянутся годами. Да? Но это вот все, что мы говорим, в чем хороша соционика, что это не размахивание руками, это не приблизительность. Если мы думаем, что эти люди смогут работать, а эти люди через 6-7 месяцев побьют горшки и не смогут вместе работать и прочее, она действительно оправдывается. Что эта группа, мы же можем рассчитать не просто подобрать группу, а у нас есть компьютерная программа, которая позволяет промоделировать коллектив и сказать степень комфортности каждого человека в этом коллективе. Посчитать интегральный тип этого коллектива. Это мы уже давно перешли на компьютерные технологии. Потому что посчитать коллектив более чем 10 человек вручную уже невозможно. Там настолько много параметров. И мы уже с 1992 года используем компьютерные технологии и программы, которые совершенствуются, конечно, для расчета любых коллективов. А какие аппараты у вас используются? Каким образом вы проводите? Ну, вот мы рассчитываем коллектив. То есть, когда мы заводим данные, которые мы сняли о типах, о том, какие там есть целый ряд других параметров, то компьютерная программа дает нам синтез и говорит, что этот коллектив характеризуется вот такой-то степенью устойчивости. Такой-то у него, коэффициент взаимодействия. Там конкретный численный. Потом, как каждый человек в этом коллективе себя чувствует. Это фактически в определенном смысле скрытый коэффициент полезного действия человека. Если у него там положительные коэффициенты, значит, на него еще можно понадеяться, и он может еще что-то делать больше, чем сейчас делает. Если у него отрицательные, то он уже не справляется. Ну и справляется с трудом для себя. Скажем, как говорят на севере, какова цена вопроса? Можно ли там зайца научить курить? Можно. А зачем? Да? То есть можно человека по слабым функциям, некомфортным для него функциям заставить делать работу? Можно. Но он начнет быстро уставать, делать ошибки и так далее. И результат будет через длительное время плачевным. Не длительно, а через некоторое время. Потому что мы видели людей, которые в 35 лет уже седые, они не на своей работе. Да? Значит, просто человек снашивается. Или у человека куча болезней, потому что а он не понимает этого, он считает, что все хорошо, вот только это его личная проблема, а когда посмотришь, у него там куча конфликтов или еще каких-то нехороших отношений, или социального контроля, религии и так далее. И вот человек этого не понимает, и он думает, что у него все окей, а у него не все окей там, с печенью, почками и так далее. Вот, кстати, да, как раз вы говорили, что вы очень много исследовали здоровье и влияние соционики. Да. И тут я хотел как раз сказать, поскольку у нас большая база данных, мы один раз взяли и задумались о статистике супружеских пар. Поскольку эта статистика была собрана не из тех пар, которые приходят с проблемами на консультацию,
а людей взятых случайным образом, что очень ценно. Потому что когда работаешь там в одном городе, то вот муж работает на одном предприятии, жена на другом, да? А когда мы все сводим, оказывается, что они муж и жена, и мы можем легко посчитать, значит, людей, которых не обращались за проблемами, то есть не будет искажения, да, выборки. И вот мы таким образом взяли почти 140 супружеских пар, устойчивых, которые живут в браке от 2 до 40 лет, и посмотрели статистику. И оказалось, что картина совершенно изумительная и полностью соответствует сатанинским представлениям, потому что в отношениях внутриквадральных, то есть одни из самых лучших, 65% устойчивых пар. А если сюда добавить еще отношения социального заказа, которые тоже комфортные считаются, это еще 12%, то есть 77% устойчивых супружеских пар живут в отношениях, которые прямо рекомендуются соционикой как наиболее комфортные. Все остальные, конечно, там есть группа нейтральных отношений, там деловые, родственные и прочие, значит, разные. Вот они составляют около 20%, и несколько процентов составляют плохие отношения. Отношения социального контроля или ревизии, там полпроцента или 1% отношения потенциального конфликта и так далее. Но даже в этих 77%, смотрите, на первом месте стоят дуальные отношения. Вот, то, что Ауша Васильевич написала о дуальной природе человека, 45% устойчивых супружеских пар живут в дуальных отношениях по нашим данным. То есть 45 из 65 на остальные отношения приходится 20. Там на зеркальные, тождественные и активации. То есть на первом месте 45%, потом дуальные, на втором месте отношения социального заказа это 12%, на третьем месте отношения активации это 10%, ну и по 5-6% это отношения зеркальные и тоже что-то. Они не столь комфортные, ну то есть градация, но более комфортные, чем другие. То есть вот, пожалуйста, таким образом мы в точности проверили это все, и потом уже, эта статья была опубликована еще в конце 90-х годов, она активно цитируется, и потом мы уже нарастили нашу статистику, и ничего принципиально не меняется. А что вы исследовали? Их здоровье, какие-то показатели? Мы исследовали очень просто критерии устойчивости супружеской пары. Не здоровье, а устойчивость. То есть, если они через 2-3 года не развились, а продолжают жить в браке, это критерий устойчивости этой пары. Но они могут жить в браке и несчастливо, и жить ради детей. Вот несчастливо живут в браке 1-2% в конфликтных, 2-3% в ревизных отношениях, в деловых, там, в миражных. Нельзя сказать, что они очень счастливы, но нельзя сказать, что они очень несчастливы. Такие вот средневшие браки. Понимаете? А как влияет на здоровье, как влияют дуальные отношения, например? Дуальные отношения помогают, очень сильно влияют на здоровье, потому что, скажем, у людей в дуальных отношениях даже сглаживается или даже проходит целый ряд фобий и неврозов, если они были изначально. Например? Ну, вот простое, если у человека какие-то фобии, какие-то психические проблемы неорганического плана, связаны там, был испуг какой-то, или вот его родители воспитывали очень жестко, там, или что-то еще, что в нашей культуре это не редкость, значит, люди с проблемами, то в дуальных отношениях это все сглаживается. А в неприятных отношениях это все обостряется. Конфликтно, да? Конфликты, и ревизии, и некоторые другие. То есть квадральные отношения, особенно дуальные, они хороши именно тем, что
многие, особенно психологические проблемы, сейчас просто снимаются. В результате там, особенно длительной жизни, партнеры настраиваются друг на друга, и происходит такое как бы сглаживание. И все дуальные отношения, во всех дуальных браках, во-первых, очень низкий процент разводов, близко к нулю. Во-вторых, именно улучшение и психического, и физического здоровья. Но вот если мы видели конфликтные или религиозные браки, там ситуация совсем другая. Там партнеры, даже если психологически защищаются от этого, все равно это действует на подсознание, потому что информационное взаимодействие и подсознательно никуда не денешь. И у человека развивается, у обоих партнеров развивается психосоматические заболевания. Ну, например, у одного могут быть поражаться глаза, у другого печень и почки. Причем мы видели такую конфликтную супружескую пару, у них даже дети были, но они нашли психологически, они ничего не знали о сексуальности, но они, каким образом, они для себя нашли такой психологический выход. Каждый вечер, почти до 12, у них в доме были гости. Друзья, соседи, родственники, там еще кто-то, которые их разбавляли. А потом спать, утром на работу и так далее. А потом сразу, когда они приходят, к ним кто-то приходит. И таким образом, вот в разбавленном состоянии они живут годами. Но действительно, там у них очень плохо, там есть, вот то, что я говорил, глаза и печень и почки, это вот у них были так. Достаточно явно вот эти симптомы уже были проявлены. То есть идет очень часто в религиозных браках подавительный партнер, он весь съеживается и часто такой синдром ухода в болезнь. Я больной, меня не трогай. Потому что только он проявляет активность, его тут же начинает критиковать. Это все переходит дальше с психологического состояния на психосоматику. То есть вот достаточно... дуальные, да, это и они живут дольше, по большому счету. Да? И дело в том, что вот это же в питерской, в Ленинградской еще врачи и другие делали вот такие эксперименты, что, я не знаю, вам Ленина рассказывала или нет? Да, про то, что раскладывали по квадратам. И мы потом применяли, просто ряд психотерапевтов применяет, скажем, собирает группы по диадам или по квадратам. Чтобы именно вот с точки зрения, если коллективная психотерапия, вот там лучше собирать, конечно, вот такого рода группы, диаду или квадру, и эффективность намного возрастает. А потом есть психотерапевты, которые используют специальные формулы воздействия на человека для отучения его от вредных зависимостей или привычек, например, курения. То есть прямо разработаны словесные формулы, которыми работают на подсознательную, то есть на суггестивную и активационную функцию человека, носителя типа личности. И там прямо словесная формула, которая повторяется человеку время от времени, на сеансах психотерапии. И вот они пишут, что хороший результат. Да, то есть это то, что уже давно работает. То же самое лечение фобий. Лечение фобий также можно, зная, как циркулирует информация по модели информационной, можно прорабатывать одну функцию, фобию по каждой из функций, по кольцу ментальному и витальному, и человек излечивается от человеческих фобий. Скажем, боязнь темноты, боязнь крысы, и так далее.
А как вы считаете, есть ли что-то такое в дуальных отношениях, что делает их особенными? Или это слишком раздуто? Или действительно вот что-то есть, что вот именно дуальное, они самые лучшие? Но дуальные отношения, они дают чувство безопасности, комфорта и чувство взаимовыручки. Вот когда человек даже не то, что понимает с полуслова, а действует синхронно. Ты только подумал, а человек это уже сделал. Вот это вот любопытный феномен. Потому что как бы синхронно движется обработка информации в психический процесс. Это удивительно. Я сам живу в дуальном браке. Да, поэтому могу сказать точно, что вот даже говорить не надо, а вот это уже происходит. Или, как говорится, с языка снимают, нужно это делать. То есть вот это феномен дуальности. В активации тоже хорошие отношения, но они очень такие яркие, очень сильные, то есть они даже, можно сказать, слишком энергонасыщенные. Поэтому их меньше, потому что вот, в них скорее вступают люди, которые живут активной, динамической жизнью, с частыми встречами, расставаниями. Ну, например, актеры. Вот у актеров очень много активационных браков. Там связано с гастролем, съемками и так далее. Ну, вот. А вот такие самые... и вообще многие реакции человека, они связаны именно с тем, что, как правильно отметила Августина Вичутия, человек имеет прежде всего дуальную природу. Большинство наших непроизвольных реакций, они рассчитаны. То есть, если за человеком понаблюдать, он автоматически делает множество реакций, которые подсознательно рассчитаны на их восприятие дуальным партнером. Другое дело, что если дуала рядом нет, а есть другой тип, то он не вполне их понимает или игнорирует. Понимаете? Но человек подает сигналы личности прежде всего по дуальному аспекту. Потом есть квадральные аспекты и более сложные, но вот прежде всего человек проявляет свою дуальную природу. А про конфликтные отношения? То есть они обратно, получается, правильно? Ну, потенциальный конфликт, я должен сказать, что существует всем известная типология Майерс-Бриггс американская. Это тоже 16 типов. Они очень похожи на соционические, но проблема заключается в том, что дальше понимания своих 16 типов они не пошли. И вот с точки зрения иерархии здания, просто чисто типология человеческая, она соционическая и типология Майерс-Бриггс, они стоят на самом нижнем уровне. А дальше начинается, как устроена из психических функций. А психика – это уже азы соционики. Потом, как обрабатывается информация, как формируются интертипные отношения. Есть моя статья на эту тему. Она так и называется «Об уровне восприятия и понимания соционики». Она есть у нас в библиотеке. У нас большая библиотека соционическая. Института соционики. И там есть эта статья в разделе «Библиотека». И там вот очень хорошо показано, чем... и когда человек входит, начинает заниматься этим вопросом, конечно, сначала он понимает отдельные черты личности. Там рациональность, иррациональность, логика, этика и прочее. Это отдельно. Потом он понимает, что есть типы. Как и Майерс-Бриггс. А потом начинается, собственно, соционика, что есть психические функции или функции информационного обмена, метаболизма, что они связаны между собой в систему, что они обрабатывают информацию, они взаимодействуют между собой и у человека, и между людьми, и отсюда возникают интертипные отношения, или уже отношения психологические. Вот это уже, собственно, социология. Этого нет ни в одной типологии. И в том числе Майерс-Бриггс. Сейчас мне попалась статья, есть такой журнал, есть такая газета Berkeley Political Review. И там попалась статья журналистки, но она еще студентка, она изучала Майерс-Бриггс, во многих колледжах и университетах изучают Майерс-Бриггс, их тестируют. А потом поздоровалась с соционикой, и она написала статью и написала, вот так откровенно, что
да вы знаете, что моя жизнь по сравнению с соционикой — это отстой. А вот соционика — это MBTI 2.0. Ну, у них же приняты все эти версии, да, что надо изучать соционику. Вот она написала значит, я просто случайно нашел в интернете эту статью. То есть вот такое сейчас понимание складывается, что Майерс-Бриггс сыграла свою роль. Она, конечно, очень сильно распространена, потому что это Америка, а Америка, как бы, ее технологии идут на весь мир, да? Ну вот, скажем, если взять пространство Восточной Европы и СНГ, здесь типология Майерс-Бриггс в принципе не прижилась. Почему? Потому что это место было сразу занято соционикой. И все, кто сравнивал соционику и типологию, говорил, ну так это же детский лепет. Хотя все говорят, вау, 16 типов. Мы когда рассказываем, что это вау, это нижняя ступень, все говорят, да. Мы выступали на конгрессе психологическом в Кракове, британском и восточноевропейском, и там они были так впечатлены, когда мы прислали тезис, что они нам предложили симпозиум провести в рамках конгресса. Это полдня, 3 доклада с обсуждением. Ну, то есть, они в рамках конгресса проводили только 2 симпозиума, чтобы вы понимали. Вот наши еще один. Значит, поэтому их это так впечатлило. И там был профессор по типологии Майерс-Бриггс из Чикаго, он был сильно впечатлен. Говорит, да, я понял, что это гораздо более развитая система. Ну, а сейчас соционика пошла в интернет, и они многие знают, и поэтому, в общем-то, все движется к тому, что как бы все начинают понимать, что Майерс-Бриггс — это вчерашний день, а на ее место просто закономерно идет соционика. Это просто следующий этап развития. Там проблема с Майерс-Бриггс заключается еще в том, что, не понимая, как устроен тип, они перепутали. Ну, они знают, что у типа есть первые 2 функции. Так вот, они перепутали эти функции, первые 2 у ряда типов. И в результате чего развитие этой типологии остановилось лет 40 назад. Да, то есть они вот знают, что есть тип, они создали их описания очень подробные там, и все. А про интертипные отношения они ничего не могут сказать, потому что у них не из чего их сконструировать. Более того, они, не понимая этого, есть такой профессор Керси, Дэвид Керси, который популяризовал типологию Майерс-Бриггс в свое время. А он написал книгу, пожалуйста, поймите меня, please understand me. И он в начале 70-х сделал типологию Майерс-Бриггс очень популярной. До этого она была известна так не очень. И он, пытаясь понять как отношения, просто постулировал, что давайте предположим, что лучшие отношения соответствуют пословице крайности сходятся. То есть все шкалы должны быть противоположны. Проблема заключается в том, что по соционике все противоположные шкалы Юнга соответствуют конфликтным отношениям. То есть противоположные. Да, потому что там у дуалов 3 противоположные шкалы, а 4-я, рациональность и иррациональность, они совпадают. Это принципиальный момент, потому что даже типологи знают, что рациональные и иррациональные люди, у них разные темпоритмы жизни. Иррационалы очень раздражают рационалов. Да, вот в этой связи. И тут такая путаница. И в результате Дэвид Керси 40 лет пропагандировал как самые лучшие отношения те, которые в соционике являются конфликтными и религиозными. Отсюда, наверное, пошло противоположности притягиваются, да? Нет, это просто народная пословица. Он из нее исходил. Он исходил из народной пословицы, что крайности притягиваются и так далее. Он не понял, потому что он чисто механически это сделал. 40 лет он это пропагандировал, а в начале 2000-х вынужден был признать, что это все чепуха, что это не подтверждается, и под влиянием соционики он просто убрал все эти утверждения. Вот у меня есть последнее издание, переведенное на русский язык, где все это убрано. Просто
все эти утверждения, потому что, он так и не понял, конечно, он нас оценить не пишет, он сейчас уже пожилой, ему за 80, но вот то, что у него хватило ума, а вот когда людей зомбируют, конечно, их убеждают, что это же самое лучшее отношение. Я помню, когда-то в Киев приехал из Канады, значит, последователь Персии, он был назначен директором института менеджмента, что его там с канадским каким-то участием, он был директором института менеджмента, я просто мы с ним поговорили, и я ему говорю, как же вы можете это делать? Да вы не понимаете, это же такие отношения, там, в них все время выясняют отношения, спорят, это такие страсти, бардачки и так далее. Это такая ценность. Я говорю, да, ценность, неделю, а потом. А потом я ему когда рассказал про соционику, бедняга просто испугался. Он понял, насколько это несоизмеримо, говорит, это же оружие, как можно об этом вообще рассказывать? И так далее. То есть, он был очень испуган. Вместо того, чтобы обрадоваться, что есть такой инструмент, который работает в менеджменте, он просто испугался. Да, это забавно. Смешно очень. То есть это и такое бывает. Это было давно, в 90-е годы, но... Так, да, что касается, вы спрашивали еще про астрологию. Секундочку, я хотела еще про здоровье поговорить. Скажите, когда изучали группы здоровья или букеты, Рейнин публиковал о них исследования, что вы о них думаете? И вы не знаете, как были сделаны и проведены эти эксперименты? Может быть, как-то измерялись жизненно важные показатели, там, сердцебиение, пульс, давление, там, все что угодно. И мы непосредственно группами здоровья не занимались. Но мы, к сожалению, тут я ничего не могу сказать, эти опыты, эксперименты проводили Шахтер и Кобринская, ученики Рейнина. Значит, мы занимались другими группами. Но польза социального заказа, польза ревизии. Но потом, дело в том, что нас меньше интересовал аспект здоровья, а нас больше интересовал аспект менеджмента. Но, опрашивая людей, которые работали в таких отношениях, мы для себя фиксировали, что да, действительно, значит, прямая речь человека, значит, директора по кадрам одного предприятия. Говорит, я не понимаю. Мы собираемся на планерку. Знаете, что такое планерка? Да? Рабочее совещание в начале недели руководителей. Сидим час, сидим 2, все злые, голова болит, во рту начинает проявляться металлический привкус, и ни одного вопроса решить не можем. Мы посмотрели, что такое, что там за планерка. Оказывается, на планерку собиралось кольцо ревизии. Когда один ревизует другого, и так по кольцу. Причем некоторых типов было по 2-3 человека. То есть это было усиленное кольцо ревизии. И пожалуйста, человек описывает, ничего не зная, и мы еще не знали, в чем дело. Когда мы исследовали, мы просто ахнули, что вот оно. И мы потом 2 или 3 раза сталкивались с такими случаями. То есть, когда люди, описывается именно такое состояние головной боли, появление металлического привкуса и общее ухудшение. То есть понятно, что если людей запереть надолго в такую группу, то им будет очень некомфортно. И мы по этому поводу всегда смеемся, что есть у американского писателя О. Генри есть такая... Там про золотоискателей в одном рассказе у него есть такая шутка, что если вы хотите поощрять ремесло человека-убийства, заприте 2 людей в хижине размером 5 на 6 футов. Человеческая натура этого не выдержит. Да? То есть это как раз про такие отношения. Про миражные отношения, да, опять-таки, мы не исследовали приборами, но исследуя субъективные впечатления людей, которые, скажем, работали и отдыхали в миражных отношениях, 2 миражные пары поехали, значит, в отношениях миража. И да, действительно, было очень расслабляюще, очень приятно. Работать как бы не смогли, а скажем, отдыхать очень хорошо. Очень приятно. А про дуальные? То есть или там в командировку люди ездили вместе там на неделю-2.
и прочее. То есть вот такие вещи, да. А дуальные? Но дуальные это они как бы универсальны. В этом смысле. Они покрывают все аспекты, большую часть. Ну, вопрос в том, чтобы найти своего дуала, а не чужого. Да, это точно. Чтобы подходил по конфигурации. То есть вы не проводили эксперименты, изучая там приборами, измеряя сердцебиение? Но нет, вот именно приборно мы не изучали. Наши коллеги, да, изучали, говорят, что да, работает, но мы лично этим не занимались. Потому что наш профиль это скорее менеджмент, это скорее работа вот по консультированию, теоретические разработки, но там немножко в спортивной соционике мы работали, но мы не занимались приборными методами. Есть другие люди, они этим занимаются. Ну вот, а вы на основе них не знаете, да, что происходит физически в отношениях конфликта, допустим? Человек потеет, может быть. Ну, помимо того, что у него начинает болеть голова. Ну, нет, не конфликт, я говорил про релизы. Релизный, да, но вот, а в отношениях конфликта? В отношениях конфликта там не так все просто. Дело в том, что в начале конфликта, почему? Понимаете, в отношениях конфликта не так все просто. А в начале партнеры даже интересны друг другу, они слишком необычны. И наш коллега во Львове когда-то проводил большой эксперимент при ЗАГСах Львова. Это было в 90-х, 2000-х годах. Он значит, тестировал супружеские пары, вступающие в брак. А потом посмотрел, когда сколько они проживут вместе или распадаются. Вот оказалось, что в первый брак среди молодежи до 40-50% люди вступают в отношениях конфликта. И в течение 8-10 месяцев этот брак распадается. До года. Но он не просто исследовал это, а другие браки там, ну, соответственно. То есть вот это самый массовый. Вот это в силу того, что необычность, да, необычность, она привлекает. Но период такого сильного возникновения конфликта, он составляет на работе около года, в личных отношениях чуть раньше. То есть несколько месяцев, от нескольких месяцев до 9-10 месяцев. Дело в том, что он еще давал тест на ценности различные. Как человек относится там к семье, к партнеру, к жизни вообще, да, к каким-то там выполнению каких-то обязанностей. И вот оказалось, что во всех отношениях, кроме конфликтных, ценности партнеров через некоторое время начинали приближаться. То есть, ну, в зависимости от отношений они у одних сильнее, то есть дуальные, да, у других менее, но они сближались. И единственные отношения, у которых они расходились, с партнеры поляризовались по ценностям, это были конфликтные отношения. Это вот такой поразительный результат, который он получил. Ну, а можно ли рассматривать конфликтные отношения как всегда вредные и всегда токсичные? Ну, как вам сказать, если есть производственная необходимость, то и в конфликте можно работать, но лучше, чтобы это было не 2 человека, а 3 человека, чтобы был человек-переводчик или человек-сглаживатель, посредник. Есть выходы, то есть у нас разработаны для разных случаев разные приемы, как в реальной ситуации выходить из этих решать этот вопрос. Я видела разные типологии, например, по целям. Если цель – брак, то такая типология. Какие самые лучшие отношения, худшие там, и так далее. Есть для работы, есть для какой-то вот цели. И под цель подведена уже типология отношений от лучших к худшим. Как вы относитесь к этому? Типология каких отношений?
Ну, интертипных, то есть, например, Социалистических. конечно, да, то есть для брака, например, самый лучший дуальный, там, худший ревизный, ну и там между ними тоже есть градация. Для работы, опять же, для какой работы, для какой-то цели. Ну и вот так. Зависит от цели и профиля деятельности. В этом смысле дуальные отношения универсальные, все остальные отношения, все отношения, все другие отношения, зачастую могут быть активацией. И тождество, они менее универсальны. То есть дуальные отношения – это отношения, которые универсальны для всего. А дальше идут ограничения. Чуть меньше в отношениях активации, чуть-чуть больше ограничений в отношениях тождества и так далее. Понимаете? Хорошо, давайте тогда поговорим про визуальную идентификацию. Как вы считаете, что научные исследования говорят о визуальной идентификации? И вы что можете рассказать? И, может быть, вы нашли какие-то особые признаки? Вот посмотреть на человека и сразу понять. Это не тема интервью. Это не тема интервью. Это просто тема большого курса. Мы проводим тренинг по этому поводу. Я не могу сказать... Понимаете? Нельзя, да, в двух словах рассказать? Нет, конечно, нет. Я просто да, есть определенные признаки, но это только комплексное тестирование. Нельзя зацикливаться ни на визуальной, ни на тестовой метод. Только комплексное тестирование дает возможность понять тип человека. А вот я могу посмотреть на человека, его тип — это шарлатанство. Сразу. А вот что вы считаете по поводу самоидентификации? Возможно ли человеку, обладающему знанием? Возможно, в 40 случаях из 100. Ага. Понятно. Адекватно. По нашим наблюдениям. Ага. Понятно. Потому что человек выстраивает внутри себя совершенно другой образ и очень часто не опознает. Просто. Внешне, в этом смысле внешне гораздо более объективно. Чтобы человек о себе не думал. То есть эксперт внешне может о человеке больше сказать? Да, и не один. У нас тестируют не меньше 2 экспертов. Один эксперт – это очень высокая вероятность ошибки. А вот с Виктором Прокофьевым... 2 эксперта – это тогда минимизирует эту ошибку. Ну вот мы обсуждали, что это вопрос масок, что человек может носить сценическую маску. Тогда типа очень сложно. Это отдельная тема, это... Да, вот когда работают 2 эксперта, один смотрит сбоку и очень хорошо видит все маски человека. А когда человек вот так смотрит, он не видит этого. Понимаете? Вот и все. Все очень просто. Хорошо. Ну, а тогда давайте поговорим про астрологию. Как вы считаете, есть ли связь между астрологией с соникой и... Значит, поскольку этот вопрос поднимался разными энтузиастами, мы сделали, у нас же большая база данных, 1000 человек, мы просто сделали исследование. Прямое. А оказалось, что никакой корреляции нет. Тип имеет наглость рождаться в любое время года, под любыми знаками. Нулевая корреляция. Эта статья есть, я не знаю, есть она в интернете, но она была опубликована. Надо посмотреть. Там проверено и по знакам зодиака, и по китайскому гороскопу, и поэтому никакой корреляции. То есть нулевая корреляция. Но опять же, верите ли, что астрологические гороскопы как-то связаны с психологией? Никак не связаны. Еще одному астрологу не удалось определить тип по гороскопу, а это были известные, в том числе московские астрологи. Они приезжали к нам на конференцию, пытались что-то это, и ни разу не попали. Понятно. Ну, то есть, соответственно, и в гороскоп вы тоже не считаете, что они как-то влияют на личность? Это вне науки. Вне науки. Хорошо. Ладно, а тогда расскажите мне поподробнее про вот вашу самую основную направленность деятельности, про менеджмент. Какие отношения лучше всего работают в небольшом коллективе? И если существует уже слаженный коллектив, как построить там здоровые отношения, атмосферу? Что вы обычно рекомендуете? Как вы работаете? Нет, понимаете, это же зависит, конечно, мы прежде всего смотрим, какие отношения в этом коллективе, как их можно скорректировать. А дальше уже, конечно, мы опираемся на благоприятные отношения, стараемся минимизировать плохие путем удаления человека на нужную психологическую деловую дистанцию.
Если человек нужен для дела, но он конфликтен кому-то, значит, их надо развести в разные комнаты. То же самое, очень часто люди сидят за соседними столами, друг друга травмируют своим собственным одним видом. Приходится людей рассаживать в разные комнаты. Один раз мы предложили руководителю ревизора под ревизией, сидели друг напротив друг друга в стенах комнаты. И в результате, значит, травмировали друг друга. Так прямо дергало физически человека. А в результате, что мы говорим, вы расходите их в соседнюю комнату. У вас же тут рядом смежная комната. Но там, да, он расходил. Но у этой комнаты сняли дверь, и там напротив висело зеркало. Они стали видеть друг друга в зеркале. Наискосок, понимаете? То есть, и это было очень смешно. Снимите зеркало или пересадите от этого человека. То есть, бухгалтерия была такая, значит, финансовая служба. То есть, ну это смешно, это маленький пример, но вот такие вещи, они порождают нервозность и напряжение. Это даже если люди не работают вместе. Если они работают вместе, там все гораздо хуже. Они нервничают, начинают выяснять отношения, кричать, допускать ошибки, ну и так далее. А потом могут и намстить кому-то. Понимаете? Тут уже очень много вещей. Я прошу прощения, мы очень много уже времени заняли. Хорошо, ну мы уже, в общем-то, все практически все обсудили. Единственное, я хотела бы попросить, может быть, у вас есть какие-то работы на тему здоровья, которые, может быть, вы могли бы прислать. Вот в таком случае я буду очень рада. Пришлите, пожалуйста, запрос по электронной почте. Потому что если займусь другими делами, у меня просто это все выскочит. Я в спокойном режиме вам вышлю список. Может быть, не только своих, но и других. Хорошо, договорились. Спасибо вам огромное за интервью, за интересную информацию. Спасибо огромное. Я тогда еще обязательно к вам вернусь с письмом. Спасибо.